Привет, армии! В то утро Сеул еще не полностью проснулся. Город все еще находился в предрассветной атмосфере, когда небо было окрашено в приглушенный серый цвет, а улицы еще не наполнились привычным ритмом. Но внутри международного аэропорта уже что-то было не так. Воздух казался необычным. Он пульсировал, едва уловимый, беспокойный, наполненный предвкушением. Февраль 2026 года принес холодный ветер, пронизывающий пальто и шарфы, но напряжение внутри терминала ощущалось как более теплое, тяжелое. Это было напряжение, исходящее не от хаоса, а от ожидания. Как будто само здание чувствовало, что вот-вот произойдет что-то важное. Официального объявления не было, никакого публичного расписания, никакого пресс-релиза. И все же камеры уже были там. Длинные объективы лежали на плечах, штативы были отрегулированы с отработанной точностью. Журналисты перешептывались друг с другом, постоянно переводя взгляд на единственный выход прилета. Фанаты стояли плечом к плечу, некоторые приехали еще до рассвета, сжимая в руках телефоны, плакаты и тихую надежду. Никому не нужно было спрашивать, зачем они здесь. Все и так знали. Все взгляды были прикованы к одной двери. Время в аэропорту часто кажется искаженным, минуты тянутся, секунды размываются, но в то утро каждый прошедший миг казался продуманным. Каждый шаг, эхом разносившийся по коридору, каждое механическое объявление по громкоговорителям звучало громче обычного. И тут дверь открылась. В тот же миг миру напомнили, почему Ким Тэ Хён не нуждается в представлении. Не было музыки, не было сценического освещения, не было торжественной приветственной церемонии. И все же атмосфера мгновенно изменилась, как будто невидимый ток пронесся по терминалу в тот момент, когда он появился. Вспышки фотоаппаратов вспыхнули одновременно. Отрывистые вспышки белого света прорезали приглушенные утренние тона. Затворы быстро загремели, сливаясь в один неумолимый звук. Голоса раздавались громче. Не крики, не хаос, а единый голос. Одно имя эхом разносилось снова и снова. Ким Тэ Хён. Он спокойно шагнул вперед, выйдя из зоны прилета, словно окружающий шум принадлежал другому миру. Всего несколько часов назад он пролетел тысячи километров, совершив долгий международный перелет из Лиссабона, Португалия. Путешествие, которое большинство людей оставило бы заметно измотанными. Однако выражение его лица говорило об обратном. Его лицо оставалось спокойным, его манера поведения – мягкой, его присутствие – спокойное, уравновешенное, безошибочно узнаваемое. На нем была красная куртка, которая сразу выделялась на фоне нейтральных тонов аэропорта. Не броская, не преувеличенная, но ее невозможно было игнорировать. На голове у него лежала простая вязаная шапка, а черная маска закрывала часть лица, оставляя видимыми только глаза. Этот сдержанный стиль нисколько не уменьшил его влияние. Наоборот, он его усилил. Потому что присутствие, настоящее присутствие, не зависит от излишеств. Оно живет в силуэте, в позе, в том, как человек движется в пространстве. И когда Тэ Хён шёт вперед, любому наблюдателю становилось ясно, что это необычное прибытие. Его шаги были неторопливыми, размеренными, уверенными, неосторожными, не напряженными, просто спокойными. В центре оживленного международного аэропорта Ким Тэ Хён стал центром притяжения. Не говоря ни слова, не махая руками чрезмерно, не привлекая внимания намеренно. И все камеры все равно его зафиксировали. Но за его спокойствием скрывалась другая ситуация. В то утро меры безопасности были заметно усилены.
Телохранители двигались оперативно, образуя плотный защитный строй вокруг него. Их глаза постоянно сканировали толпу, предвидя движение еще до того, как оно происходило. Давление было ощутимым. Фанаты армии, ожидавшие с рассвета, инстинктивно пытались подойти ближе, движимые одновременно эмоциями, волнением и беспокойством. Журналисты наклонялись вперед, корректируя ракурсы, ища идеальный кадр. В таких условиях каждая секунда имела значение, каждый шаг требовал координации, каждое движение имело вес. Телохранители Тэхёна не просто сопровождали его, они управляли движущимся эпицентром всеобщего внимания. В то утро им приходилось работать сверхурочно. Не только сдерживать толпу, но и следить за бесчисленными мелкими деталями, которые могли быстро стать причиной опасности. Неверный шаг, внезапный толчок, момент потери равновесия. Затем наступил момент, который позже стал главной новостью в СМИ. Когда Тэхён подошел к машине, его менеджер быстро положил руку ему на голову, безопасно проводя его внутрь. Жест длился меньше секунды, так быстро, что многие присутствующие едва его заметили. Но камеры заметили. Застывший в кадре и воспроизводимый на протяжении всей жизни, этот простой акт защиты нес в себе глубокий смысл. Он был инстинктивным, рефлексивным, человеческим. Тихое напоминание о том, насколько серьезно воспринимается безопасность человека по имени Ким Тэхён. Короткая прогулка до машины ощущалась как напряженное сжатое путешествие. Телохранители расположились как живые щиты, обеспечивая полную безопасность контакта, никаких резких движений, никакой неконтролируемой ситуации. И все это время Тэхён продолжал идти в том же размеренном темпе. Он не спешил, он не паниковал, он не проявлял беспокойства. Иногда он слегка опускал голову, вежливый, мягкий жест, который мгновенно смягчал сердца наблюдающих. Небольшое движение, но оно несло в себе искренность. Когда он, наконец, сел в машину и дверь закрылась, атмосфера почти мгновенно изменилась. Вспышки фотоаппаратов стихли, голоса понизились, напряжение спало. Некоторые журналисты замерли, на мгновение растерявшись, что делать дальше. Другие прекратили запись, словно коллективно осознав, что главный момент прошел. Один человек сел в машину, и внимание всего мира переключилось на него. Но это возвращение было не просто прибытием домой. После почти недели в Лиссабоне присутствие Тэхёна в Европе уже привлекло к себе всеобщее внимание. Тихие появления, ненавязчивые упоминания, растущее любопытство. Однако именно его возвращение в Южную Корею вызвало самую сильную волну реакции. В считанные минуты фотографии и видео заполонили социальные сети. Корейские новостные порталы опубликовали заголовки. Вскоре за ними последовали и международные СМИ. И все же никакого объявления, никакого нового проекта, никакой пресс-конференции, никакого официального заявления. Тем не менее, количество поисковых запросов в мире резко возросло в течение 24 часов. Ким Тэхён снова доминировал в лентах новостей, доказывая то, что мир уже знал, но продолжает открывать заново. Его влияние не требует толчка. Одного его присутствия достаточно. То, что последовало за этим тихим моментом в аэропорту Сеула, было не молчанием, а резонансом. Когда машина Ким Тэхёна скрылась за воротами аэропорта, что-то невидимое, но мощное начало двигаться. Оно не спешило, оно не взорвалось внезапно. Вместо этого оно медленно, но неуклонно распространялось по экранам, лентам новостей и разговорам по всему миру. Сначала появились фотографии. Статическое изображение красной куртки, прорезающее нейтрально-тональный экран терминала. Размытый кадр охраны, образующий защитную стену. Мимолетный снимок опущенной головы, наполовину скрытой под шапкой. Затем появились видео. Короткие ролики воспроизводились снова и снова. Тэхён спокойно идет, вспышки камер,
приближающиеся телохранители, закрывающаяся дверца машины. Каждый ролик длился всего несколько секунд, но обладал достаточной значимостью, чтобы его анализировали, ставили на паузу, увеличивали изображение и бесконечно обсуждали. В течение нескольких минут начали появляться хэштеги. Не агрессивные, не требовательные, не срочные, просто присутствующие. На разных платформах фанаты разделяли одни и те же чувства на разных языках, на разных культурах и с разной интонацией. Не было громких призывов к возвращению, не было никаких предположений об альбомах или проектах. Вместо этого сообщения звучали на удивление мягко. «Добро пожаловать домой. Пожалуйста, хорошо отдохните. Будьте здоровы. Берегите себя». Это была коллективная пауза, редкое явление в индустрии, построенной на скорости. Потому что что-то в том утре изменило эмоциональную реакцию. Многие фанаты узнали, что тихо передают эти изображения. Усталость, скрывающаяся за спокойными глазами, напряжение, скрытое под самообладанием, ответственность, не жалующаяся на жалобы. Красная куртка, конечно, привлекала внимание, но именно спокойствие под ней запомнилось людям. Ким Тэ-хьон вернулся не как исполнитель на сцене, а как человек, перемещающийся в общественном пространстве в необычных обстоятельствах. И это различие имело значение. СМИ поспешили назвать событие неожиданным, необъявленным и незапланированным. Аналитики отметили резкий всплеск поисковых запросов. Комментаторы обсуждали масштаб внимания, привлеченного появлением, не имевшим официальной цели. Но за этими показателями скрывалось более глубокое явление, которое трудно измерить – сила присутствия. В психологии присутствие часто описывается как способность привлекать внимание без явных действий. Речь идет не о громкости, доминировании или зрелищности – речь идет о согласованности, когда внутреннее состояние человека настолько полностью соответствует его внешнему поведению, что окружающие инстинктивно реагируют. Присутствие Ким Тэ-хьона тем утром было именно таким. Он не просто демонстрировал спокойствие, он воплощал его. Чем больше давления окружало его, тем более уравновешенным он казался. Чем громче становилась обстановка, тем тише ощущались его движения. Этот парадокс, шум против тишины, создавал визуальное и эмоциональное напряжение, которое удерживало внимание людей. Наблюдатели часто описывают это качество как авторитетное спокойствие. Не авторитет, основанный на власти или контроле, а авторитет, основанный на уверенности. Ощущение, что человеку, стоящему рядом, не нужно утверждать свою важность, потому что она уже признана. И все же властное спокойствие не обходится без последствий. За спокойными шагами и вежливыми жестами скрывается реальность, которую мало кто испытывает, и еще меньше тех, кто полностью понимает. Необходимость постоянной защиты, отсутствие личного пространства, осознание того, что даже просто появление может привлечь к себе чрезмерное внимание. Общественные пространства по своей природе предназначены для совместного использования. Но когда один человек входит в эти пространства, неся с собой глобальную видимость, баланс смещается, расстояния сокращаются, границы размываются. Безопасность становится центральной, а не второстепенной задачей. Тем утром до аэропорту Сеула эти процессы стали очевидны. Усиленные меры безопасности не были театральным приемом, они были необходимы. Каждое движение телохранителя было продумано, каждое построение — обдуманным. Они не реагировали на хаос, а предотвращали его. И в тот короткий момент, когда менеджер Тэ-хьона прикрыл его голову рукой, камеры запечатлели не просто защитный жест, они запечатлели уязвимость. Не слабость, а открытость. Напоминание о том, что даже самые известные в мире личности остаются подверженными физической реальности. Двери низкие, толпы непредсказуемы, несчастные случаи не делают различий по степени известности. Рефлекс защиты, инстинктивный и без показухи, показал, сколько усилий вкладывается в обеспечение безопасности одного человека в мире, требующем постоянного доступа. Это осознание вызвало дискуссию.
Наблюдатели в индустрии начали задаваться вопросом о масштабах внимания, которое уделяется мировым иконам. В какой момент восхищение превращается в давление? Где проходит грань между любовью и вторжением в личную жизнь? Насколько жизнь публичной фигуры действительно принадлежит публике? Эти вопросы не новы, но такие моменты, как этот, делают их более актуальными. Потому что Ким Тэ Хьон не сам пригласил внимание публики тем утром, он не вызывал его, он просто существовал в нем, и мир отреагировал. Некоторые комментаторы представили это событие как доказательство его беспрецедентного влияния, другие подчеркнули эмоциональную зрелость, проявленную в его спокойном поведении. Фанаты выражали как прочность, так и беспокойство, радуясь его присутствию и желая ему отдыха. Что бросалось в глаза, так это отсутствие спешки, не было ощущения, что будет дальше, доминирующего в разговоре. Вместо этого было принятие того, что есть. Ким Тэ Хьон вернулся. Он в безопасности. Этого было достаточно. В индустрии, движимой постоянным потоком информации, этот ответ казался почти революционным. Он указывал на сдвиг, тонкий, но значимый, в том, как аудитория взаимодействует с людьми, которыми восхищается. Меньше спроса, больше эмпатии, меньше потребления, больше заботы. Конечно, этот момент не существовал изолированно. Глобальное влияние Ким Тэ Хьона было очевидно задолго до того февральского утра. От музыки до моды, от искусства до культуры. Его влияние легко преодолевает границы. Его присутствие в Лиссабоне уже вызвало тихое внимание. Сообщения о его появлении, предположения, едва заметные волны в европейских СМИ. Но возвращение в Сеул имело другое значение. Возвращение домой всегда имеет значение. Именно здесь публичная идентичность и частная личность наиболее явно пересекаются, где ожидания усиливаются, где пристальное внимание обостряется и где эмоциональный резонанс углубляется. Для многих поклонников благополучное прибытие Тэ Хьона было не просто наблюдением за событием, это было подтверждением правильного выбранного пути, доказательство того, что после долгих поездок, напряженного скадула и неустанного внимания он вернулся на знакомую территорию. Это чувство уверенности имело значение. Оно создало момент коллективного выдоха. Когда машина отъехала от аэропорта, движение возобновилось, объявления продолжались, путешественники вернулись к своим делам. На первый взгляд, жизнь продолжалась. Но в дигитальном формате этот момент затянулся. Видеоролики замедлялись, кадры анализировались, жесты обсуждались. Не с подозрением, а с любопытством и заботой. Почему он опустил голову? Насколько плотным был строй охраны? Что символизирует эта красная куртка? Отвечая на эти вопросы, люди не просто анализировали изображение, они искали связь. Потому что в конечном итоге наибольшее влияние Ким Тэ Хьона тем утром было не визуальным, оно было эмоциональным. Он напомнил миру, что сила не всегда проявляется сама по себе. Спокойствие может быть громче зрелища. Иногда самое сильное заявление — это просто спокойно двигаться вперед, несмотря на окружающий вас груз. И это спокойствие, такое устойчивое, такое неизменное, создало пространство. Пространство для размышлений. Пространство для сопереживания. Пространство для осознания того, что за каждой мировой иконой стоит человек, преодолевающий необычайные обстоятельства с тихой стойкостью. Вот почему эхо того утра не затихло быстро. Оно осталось. В лентах новостей, в разговорах, в памяти. Не потому, что произошло что-то драматическое, а потому, что произошло что-то честное. А честность в индустрии с высоким уровнем давления, построенной на показах, редкость. И вот то утро в аэропорту Сеула постепенно перешло в рутину. Рейсы продолжались, объявления снова разносились эхом, толпа расходилась, на первый взгляд все вернулось к норме. Но что-то осталось. Потому что не каждый момент оставляет свой след через шум или зрелище. Некоторые моменты остаются в памяти именно потому, что они тихие. Ким Тэ Хьон не планировал попасть в заголовки газет.
В тот день он не говорил, не выступал и ничего не объявлял. Он просто спокойно и размеренно шел в общественном пространстве, которое едва вмещало тяжесть его присутствия. И все же мир замер. В своем единственном, неожиданном возвращении он напомнил нам, что влияние, оно не всегда требует действий. Иногда оно живет в сдержанности, в самообладании, в способности оставаться уравновешенным, когда его окружает чрезмерное внимание. Строгая охрана, защитные жесты, бдительные взгляды персонала и телохранителей – все это говорило об одном. Но спокойные шаги Тэхеона рассказывали другую историю, более тихую. Историю о выносливости, зрелости и молчаливой силе. За красной курткой и вспышками фотокамер скрывался не просто мировой икона, а человек с достоинством, несущий ответственность. Человек, который справляется со славой, не сопротивляясь ей, а двигаясь сквозь нее с устойчивым контролем. Вот почему этот момент имел значение. Не потому, что произошло что-то экстраординарное, а потому, что открылось нечто глубоко человеческое. В индустрии, которая процветает за счет шума, скорости и постоянного спроса, Ким Тэ Хон выбрал тишину, и в этой тишине он подарил миру редкую паузу, момент для размышления о том, что на самом деле означает присутствие. Возможно, в этом и заключается его наибольшее влияние. Он не заставляет мир смотреть на него, мир выбирает так. И долго после того, как машина скрылась из виду, долго после того, как камеры были опущены, этот тихий образ оставался – человека, спокойно идущего, несущего на себе груз всеобщего внимания, но не позволяющего ему определять его шаги. Потому что, в конце концов, самые громкие моменты – это не всегда те, которые мы слышим. Иногда это те, которые мы чувствуем.